Сегодня хотелось бы рассказать про автодело или войлок. То есть, если кто-то до сих пор еще не решил, автодело у меня было 3 года. Вот этот вот кошма, который сейчас лежит на двигателе, ей уже 7 лет. Машина у меня уже получается 10 лет. То есть оба, и автодело, и войлок, были на этом автомобиле. Сейчас о плюсах и о минусах автодела и войлока. Свои обязанности они выполняют одинаково. Я скажу так, что разницы я вообще никакой не почувствовал. Что там, плюс-минус одинаково. Теперь по автоделу, именно который продается в магазинах в чехле. Плюс автодела. Его удобно хранить. Его снял с двигателя по весне, сложил в сумочку, которая обычно идет вместе с автоделом, положил на полочку и забыл до следующей, скажем так, зимы. Это большой плюс. Минус автодела: оно протирается со временем. То есть у меня хватило довольно-таки недешевое автодело было. Я его покупал за 3500 рублей 10 лет назад. Отслужил он у меня 3 года. И минус в том, что вот такие вещи, об железочки вот эти вот, то есть оно протирается со временем. У войлока тоже видно здесь вот ямочка небольшая, вот об эту, но за 7 лет это просто ни о чем. Все моменты, которые на двигателе выступают, все острые части, они со временем автодела протирают. И за 3 года протерло очень сильно, до такой степени, что с этих дыр начали высыпаться внутренности. После чего мне автодело подарили вот это, то есть вот эту кошму, вот этот войлок, кусок 1,20 м на 1,20 м. Плюс оно не протирается, ему пофигу вообще на все эти выпирающие части. Оно даже если протрется, то я думаю, что это все протрется где-то лет за 15-20. Теперь минусы войлока. Его жрет моль. То есть хранится оно довольно-таки специфически. Ну, как бы это мой опыт, мое сугубо личное мнение, потому что на первый год я его снял с двигателя, положил просто в сарай в пакет и завязал. Ну, как туда залезла моль, я не знаю. В общем, на зиму я его положил, прогрел двигатель, из него полезли червяки. Ну, именно личинки моли. То есть были небольшие дырочки, через которые эти червяки вылазили. Это было, конечно, смешно и больно. Но теперь, чтобы хранить войлок, вам нужен 200-литровый пакет. Ну, для мусора обычно такие используют. То есть вы его туда заворачиваете, складываете. И вместе с ним ложите вот такую штуку. Защита от моли. То есть 7 лет больше червяков я не видел. И получается, что проблем больше нет. У отца за это время войлок, он его хранит, просто складывает и ложит на полочку. За 7 лет войлок стал легче где-то на полкило. Ну, грубо говоря, грамм на 200. Если у вас нет такой возможности хранить, берите автодело. Тоже неплохой вариант. На самом деле, просто 3500 стоил 10 лет назад автодело. Этот кусок войлока стоил где-то 800 рублей. Сейчас я не знаю, сколько это все стоит. Сейчас 22 год. И что выбрать, решать вам. Плюсы и минусы я назвал. Ну, еще у войлока один маленький такой нюансик, он скатывается потихонечку. Ну, как бы за 7 лет он не скатался в ноль, поэтому ничего страшного. Теперь по поводу пожарной безопасности. Ребята, если честно, вот если у вас машина загорится, то не из-за войлока. Из знакомых, которые ездят на Уралах и газонах и тоже используют такой войлок, они все в масле, все в говне, я извиняюсь. Внешний вид у них вообще непотребный. Ездят, ничего не горит. Самое главное, чтобы не было оголенных проводов и не пахло бензином. Все остальное это уже никак не повлияет на сгорание этого самого войлока. Поэтому мое мнение можете не переживать. Самое главное, чтобы технический автомобиль был исправен. У меня вообще выпускной коллектор находится под машиной. Мне переживать нечего. Вот эту крышечку 2 конца не залазили, получается, туда сзади. Вот там вот так вот.
То есть стаканы мешали. Пришлось обрезать, но жаба задушила выкидывать кусочки. Я их сшил и сделал такой начехольник на аккумулятор. Ну, всем спасибо, всем пока.